14-миллиметровые драйвера, технология BassUp, система, состоящая из 4 микрофонов с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, направленный звук, легкий эргономичный дизайн, качественные и приятные материалы, защита по стандарту IPX7, сенсорное управление, мультипоинт до 2 устройств, поддержка фирменного приложения. Как вы уже поняли, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore AeroFit. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной для данного производителя коробке. Выглядит она информативно, на ней есть изображение, название и краткие характеристики у модели. Упаковка неплохая, в комплекте у нас бокс, наушники, краткое руководство пользователя и плохо упакованный кабель для зарядки Type-C. Вес бокса 48,2 грамма, а габариты одного наушника 8,6 грамма. Габариты бокса 91 на 54 на 23,8 мм, а габариты наушников 39 на 51,5 мм. Размеры основной части 17 на 13,6 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 разыгрывается, условия в ролике по ссылке в описании. Там тоже все просто. Для выигрыша на стримах присутствовать не обязательно. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к обзору. В продаже есть черная, белая, голубая, розовая расцветки, за что плюс, так как выбрать есть из чего. Бокс имеет стандартную овальную форму для подобного форм-фактора наушников. Корпус бокса выполнен из матового пластика с покрытием, напоминающим Soft Touch. Тактильно материалы приятные, но бокс очень скользкий. Бокс не компактный, что неудивительно, в кармане он слегка мешается. Собран бокс хорошо, но люфт у крышки присутствует. Далее, на корпусе расположили лейбл, разъем для зарядки Type-C, LED-индикаторы заряда аккумулятора бокса, а также кнопку для сопряжения и выступ для удобного открытия крышки бокса. Открыть одной рукой бокс сложно, но возможно. Крышка самостоятельно не захлопывается, так как пластиковый шарнир оснащен подпружиненной системой. Хлопок не звонкий и не раздражающий. Внутри бокса расположили маркировку Left-Right и два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют. Магниты, удерживающие наушники в боксе, неплохие, но если попытаться вытряхнуть наушники из бокса, то придется приложить немного усилий. Переходим к наушникам. Большая часть изготовлена из качественного матового пластика. Звуковод оснащен металлической сеточкой, за что плюс. Дизайн модели привлекательный, как для наушников открытого типа, с заушинами выглядят они стильно. Силиконовые заушины несъемные, к сожалению, такой системы регулировки размера, как у Sport X20, у тех же анкеров, в данной модели нету. Проволока в заушинах выполнена из титана толщиной 0,7 мм. Посадка надежная, с ушей они не спадают, но во время какой-либо активности необходимо их будет поправлять, хотя все, как говорится, зависит от формы ваших ушей. Также к минусам отнесу, что они подойдут не всем, их обязательно необходимо примерять перед покупкой. В моем случае они сидят комфортно. Утечка звука незначительная, так как используется довольно хорошая система направленного звука. На корпусе расположили по два микрофона на каждом наушнике с технологией шумоподавления на базе AI, логотип, контакты для зарядки и сенсорное управление. Из команд на борту play-пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ сброс вызова и вызов голосового ассистента. Управление возможно кастомизировать в фирменном приложении, на нажатие откликаются наушники отлично и быстро. Но из-за того, что я повесил регулировку громкости на одиночный тап, когда поправляешь наушники, проскакивают ложные срабатывания. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, и удобно, что можно их отключить в приложении. Летим дальше. Оснащены наушники 14-мм динамическими драйверами и технологией BassUp. Из полезного модель поддерживает мультипоинт до 2 устройств, функция автоматического выключения, которую можно настроить в приложении, плюс есть звуковые эффекты с функцией объемного 3D звука. Данная функция реализована неплохо и отлично подходит для просмотра фильмов или для игр. Также стандартно 22 предустановленных эквалайзера и даже 8-полосный кастомный эквалайзер. На персонализацию звучания данный аппарат откликается корректно, за что плюс, но подробнее о звучании мы поговорим слегка позже. Далее, заряд наушников в шторке на смартфоне отображаются, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее подключенным устройством. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 40 минут, беспроводной зарядки не завезли. Наушники заряжаются по моим тестам около 50 минут. Заявлено 11 часов автономной работы на одном заряде наушников и до 42 часов вместе с боксом. По моим же
тестом на 70% громкости по кодеку AAC данная пара прослужила 7 часов 30 минут. Вместе с боксом около 30 часов в подобном сценарии использования. Быстрая зарядка на борту, 10 минут подзарядки дают 1 час 30 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Автономность хорошая, но я ожидал чего-то большего. Водонепроницаемость только у наушников класса IPX7, я искупал их в воде, мой экземпляр остался живой, вам не советую намеренно их топить, вообще любые наушники топить. Однозначно после утопления никакие наушники работать лучше не станут. Возможно, со временем наоборот появятся какие-то проблемы. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. На главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд бокса и наушников по отдельности, но не в процентах, за что минус. Далее, кроме уже перечисленного, есть регулировка баланса громкости между наушниками, поиск устройства и обновление прошивки. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Плюс само приложение поддерживает удобную функцию белого шума с гибкой настройкой. Летим дальше. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, из кодеков на борту AAC и SBC. Связь с устройством они держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две. Да, и на улице фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, в целом как и в играх. Но для игр я бы приобретал что-то более подходящее, игровое, так как Aerofit не имеют функцию для снижения задержки в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают приемлемо, перегруз и искажение голоса, разумеется, в наличии. Но не сказал бы, что все плохо. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Anker Soundcore Aerofit. Ну и честно, микрофоны плюс-минус как у всех, но мне внешне их вид нравится. Напишите, кстати, нравится вам внешний вид. И напоминаю, что лучших микрофонов, чем в вашем смартфоне или в проводных наушниках, или в наушниках-шнурке вы нигде не найдете. Вот так примерно вас будут слышать собеседники. Звучание, качество звука хорошее, и над ним действительно поработали. Высокие звучат выразительно и приятно, середина проработана с достатком. Но вот низкие частоты, как по мне, реализованы не столь хорошо, как хотелось бы. Опять же, звучание на вкус и цвет, каждому, как говорится, свое. Подобного форм-фактора также есть наушники Xiaomi OpenWare Stereo, но они значительно дороже. Если выбрать подешевле, можно посмотреть на модель Xiaomi Feel GS Open. По звучанию они слегка больше понравились, чем Aerofit из-за цельности звучания. В любом случае, звучание данной пары качественное. Для повседневного использования, для прослушивания только во время занятий спортом или для домашнего использования эта модель хороший выбор. Из минусов: нет сенсоров приближения, нет беспроводной зарядки бокса, не отображается заряд в процентах, эргономика наушников нестандартная, повторяюсь, их обязательно нужно примерять. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Любой комментарий от вас под роликом очень сильно поможет проекту. Заранее огромное спасибо. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore Aerofit — более дешевый вариант версии Pro с урезанным функционалом. Но при этом мне данная модель понравилась простотой использования, хорошей автономностью и приятным звучанием. Девайсу от меня однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр еще раз. Добра и удачи вам, дорогие друзья.